Япония, как оказывается, славится своим плохим образованием. И из мультиков и задом-напередных комиксов у меня просто такое впечатление не сложилось. Но, что ж, они далеки от реальности, так же, как я от Японии. Ну же, марш в класс! Нет, ни за что! Ну вот плохо там, короче, учат в школах, и поэтому все буквари ходят на подготовительные курсы. Потому что экзамены все равно сложные, и в универы с плохими оценками все равно не попасть. Из-за этого в стране существует прям многомиллиардная индустрия всевозможных вечерних школ, курсов, репетиторства и вот этого всего такого. Ну и, конечно же, конкуренция среди поставщиков этих услуг огромная. Вопрос, как выделиться? Очевидный ответ, конечно же, сделать онлайн-школу, где все учителя витуберы. Называется контора Virtual Cram School Wish High, и за $63 в месяц можно выбрать себе какой-то один курс по английскому, математике, физике, химии, мировой истории или истории Японии. И каждый препод там — это уже состоявшаяся аниме-вайфу-стримерка со стажем и, стримами не только в рамках школы. Это типа опытные витуберы. То есть они сразу себе, получается, в этой школе и будущих донатеров заодно воспитывают. Ну или уже имеющихся обучают. Ну что, надо и мне попробовать, что ли? Этот выпуск, кстати, совершенно для тебя бесплатный, но если хочешь меня поддержать, подписывайся на Бусти по ссылке в описании. А я начну. Новостной Давыдова субъектив со стереотипами, только личное мнение Давыдова сам принимает. В Штатах и Канаде есть такой вид служебных питомцев, как животные эмоциональной поддержки. Они помогают людям справиться с негативными эмоциями и предоставляют своим хозяевам поддержку в этом безжалостном мире. И это прям, вот такой официальный статус. Можно получить, бумажку это удостоверяющую. Ну вот мой Рик определенно поддерживает своей лысостью мое эмоциональное состояние. У Костика есть антенна, у Сержа Мур. Но юридически это обычные просто звери разной степени, конечно, мохнатости, но мы не можем их брать с собой куда угодно. А вот у них там достаточно получить справочку, что у тебя, кукуха чуть-чуть поехала, и ты имеешь право налепить на любого зверюгу соответствующую этикетку, что emotional support, вот он, и хоть в театр со своим вот этим саппортом ходить, хоть лекции проводить, хоть в реанимации лежать. И вот мне попалась на глаза доцентка из Канады, Соня Конг. Если обычно Конг против динозавров, то Соня ездит по стране со своим личным велоцираптором по имени Суббота, Saturday. Даже подгузник вот ей пришлось шить, чтобы курочка не клачала, где попала. И ходя везде со своей курицей, Соня проводит исследования на тему влияния таких животных на детей в различных культурах, на их развитие. Пока это дело как-то еще в процессе, никаких выводов нет, но я решил по такому поводу чисто поискать, какую еще дичь люди в США регали как своих эмоциональных поддерживателей. И вот, к примеру, авиакомпания American Airlines больше не приветствует на борту самолетов пауков, даже если это служебное животное. Интересно, как так получилось? Откуда такое правило? Вот еще в 2015 году в Висконсине женщину выгнали из Макдональдса, потому что ее эмоционально поддерживал кенгуру по имени Джимми. В 2013 году студентка подала в суд, чтобы Государственный университет Гранд-Вэлли разрешил ей носить с собой на лекции эмоционально поддерживающую ее морскую свинку. Это еще ладно. А вот фотокарточка Джозефа Хенни со своим эмоциональным Волли в обнимку. Сам принимает. А вот ребята из университета имени Лоренда Этвиша решили провести другое исследование на тему домашних животных. Они набрали 15 терапевтических кошек, это вот как раз что-то типа вот этих эмоционально поддерживающих животных, и 13 обычных домашних мурзиков. И проверили, насколько им вообще важны двуногие. Потому что бытует мнение, и не без оснований, что на людей в целом насрать. Для эксперимента кошек оставляли в помещении и показывали им людей. То есть в это помещение заходил и выходил их личный человек, заходил и выходил дружелюбный незнакомец. Очень криповый термин. И исследователи при этом замеряли уровень дружелюбия и стресса в зависимости от того, с кем коты разделяли пространство. С хозяином, незнакомцем или наедине с собой. И оказалось, что шерстяные поедатели мышей
полностью соответствует мемам про них. Им действительно насрать на своих хозяев. Если специально обученные, эмоционально поддерживающие коты вели себя одинаково дружелюбно как со своими, так и с чужими, то домашние относились к чужакам с абсолютно таким же пофигизмом, как и к тем, кто их постоянно кормит. А когда их личные люди покидали помещение, они вообще особо не стрессовали и просто занимались своими обычными кошачьими делами. Лизали свои воображаемые яйца отрезанные, допустим. Наверное, люди за это котов и любят. Вот такой вот шерстяной говнюк, который, на оплату коммуналки тебе вроде как не скидывается, но при этом чувствует себя равноправным хозяином. Иди зарабатывай мне на кошачью. Сам прилипает. Старость, помимо Альцгеймера, об этом, кстати, чуть-чуть позже, страшна еще и одиночеством. Потому что половина друзей уже того, внуки не звонят, слишком заняты просмотром витуберов своих, кошки на тебя наплевать, и начинаешь, в общем, чахнуть от скуки. Как с этим бороться, решили разобраться два ученых из университета Невада Рина и университета Бейлора. На основе многочисленных социальных опросов жителей США и Европы старше 54 лет, длившихся несколько лет, исследователи смогли выяснить, что помимо самых очевидных способов, типа записаться в кружок по интересам, ходить на общественные мероприятия, разговаривать с незнакомцами в людных местах, от одиночества, чувство одиночества и чувство недовольства своим кругом общения помогает ежедневное чтение книг, желательно художественная литература. Причем именно только чтение. Сериалы не помогли, компьютерные игры, рановато еще для исследований на эту тему. Это что-то из нашей старости будущего. Пока что только такой бумерский эскапизм исследуется. И выходит, что книга все-таки лучший подарок. И меня это, честно говоря, немножечко все разочаровывает. Раздражает, что реально полезными и действительно нужными вещами оказываются такие штуки, как гулять, общаться с живыми людьми, хорошо долго спать, теперь еще читать каждый день. Как-то... банально. Хотелось бы что-то все-таки современное, чтобы придумали от плохого самочувствия. Какое-нибудь приложение на телефон. Укольчик какой-нибудь хотя бы. Сам прилипает. Не только из книжек можно сделать себе бронежилет для мозга. С другой стороны, я не знаю, это тоже такой себе способ. Хотя и достаточно, наверное, для меня эксцентричное хобби — бёрдвотчинг. В моем представлении это что-то типа квадробинга для пенсионеров. Но ученые из Йоркского университета в Канаде выяснили, что это дело прям, реально меняет структуру мозга нам. Было проведено сравнение заядлых бёрдвотчеров с обычными людьми, и выяснилось, что у первых гораздо выше плотность серого вещества в областях, отвечающих за визуальную обработку и внимание. Логика такая, что когда приходится часами выслеживать в листве какого-нибудь редкого сыча, мозг выполняет сложнейшую задачу по распознаванию образов в движении. И это тренирует когнитивную гибкость и создает так называемый мозговой резерв. Суть в том, что к старости, когда нейронные связи начинают неизбежно деградировать, из-за такого хобби остается такой огромный запас, прочности, что у маразма просто не остается шансов. Если не хочешь быть птичьим воэристом, есть и другие способы не превратиться в овощ к 70 годам. Они, правда, все такие же, очевидные. Это и изучение иностранных языков, потому что постоянное переключение между языковыми системами работает как такой тренажерный зал для лобных долей. Исследования показывают, что у билингвалов симптомы Альцгеймера появляются в среднем на 4-5 лет позже. Игра на музыкальных инструментах тоже. Тут мозг работает вообще в режиме максимальной нагрузки. И моторика, и ритм, и чтение нот одновременно. И, кстати, танцы. Особенно те, где надо учить сложные шаги, типа сальсы. Это микс физики, координации и социального стресса, который заставляет гиппокамп, центр памяти, буквально молодеть на глазах. В общем, мораль простая. Чтобы в старости не возникало проблем с памятью, нужно найти занятие, от которого процессор будет разогреваться иногда. Нейропластичность, понимаешь? И это не про нейронки, это про наш котелок. Сам прилипает. И такое еще совершенно внезапное для меня, честно говоря, событие. Собор Саграда Фамилия в Барселоне достроили.
Вот так вот. Басилика и темпле экспиаторы де ла Сагрия Фамилия начали строить, если не знаешь, в 1882 году. Честно, я думал, что это уже, такая фишка Барселоны, культурный код, как бы, вечная стройка. То есть казалось, что все эти краны на соборе как такой часть оригинальной задумки Гауди, и их должны там просто передавать по наследству следующим поколениям крановщиков. Как будто у меня вот без строительных лесов это уже как воспринимается какой-то просто basic собор. Но нет, целая эпоха, получается, подходит к концу. На соборе установили 17-метровый крест, если это можно, конечно, так назвать, на башне Иисуса, одной из 18, между прочим. Теперь Саграда официально считается самой высокой церковью в мире, обогнав Ульмский собор в Германии. Высота 172,5 метра. Правда, есть нюанс. Стройка, которая длится дольше, чем существуют некоторые государства, все же еще не совсем завершена. То есть архитектурная основная форма готова, но работы впереди еще вагон. Планируется, что отделка и оформление интерьеров займут еще минимум 8 лет, то есть полноценную ленточку перережут не раньше 2034 года. Еще 5 минуточек. Что? Уже 2034. Нет. Ну так и пиздуйте отсюда. Но главный визуальный триумф, он уже, совершился. Кранов и лесов снаружи теперь должно стать поменьше. Храм наконец-то перестанет быть главным символом бесконечного ремонта и покажет свой реальный силуэт, который Гауди задумал еще в позапрошлом веке. Изначально не он начал строительство, но, тем не менее, уже в 1883-м именно он все перерисовал и в итоге представил то, что строили 140 с лишним лет. Положительный момент: тебе не обязательно ждать 140 с лишним лет, чтобы поставить лайк этому выпуску, подписаться, и чтобы поддержать на Бусти этот канал, чтобы он просуществовал хоть еще сколько-то, чуть-чуть, может быть, лет, непонятно сколько. Тем не менее, хорошего тебе дня, вкусного супа. Я пойду потрогаю к эмоциональной поддержке что-нибудь. Покаки.